Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю серию видеообращений с ответами на ваши вопросы, и сегодня хочу обсудить важную тему, которая вызвала большой интерес. Речь пойдет о развитии высокоскоростного направления струнного транспорта на территории Соединенных Штатов Америки. Этот вектор обещает стать настоящим прорывом транспортной отрасли. Ведь несмотря на то, что США являются четвертой по площади страной в мире, на их территории до сих пор нет высокоскоростных дорог. А все предыдущие попытки их создания не венчались успехом. Недавно президент Дональд Трамп сказал, что калифорнийская высокоскоростная железная дорога – самый неэффективный инфраструктурный проект в истории США, что расходы на него вышли из-под контроля, а налогоплательщики вынуждены покрывать необоснованные финансовые затраты. По словам Трампа, каждый потенциальный пассажир поезда мог бы передвигаться на лимузине, и в бюджете страны все равно оставались бы миллиарды долларов. Вместе с тем спрос на качественную высокоскоростную мобильность растет. Высокоскоростные магистрали способны обеспечить технологическое развитие транспортной, энергетической, производственной и инфраструктурной сфер. Такие трассы могут стать импульсом для экономического роста любой страны за счет создания новой промышленной базы, улучшения связности регионов и повышения мобильности населения. Новое руководство США подчеркивает, Америка стремится опять лидировать в инновациях, чтобы сохранить за собой доминирующую позицию в создании лучших в мире технологий. Поэтому наше предложение находится в повестке дня. Мы предлагаем экологически чистые, эффективные, быстрые и удобные решения для перевозки пассажиров и грузов. Технология UST уже привлекает внимание как частных инвесторов, так и государственных структур, что открывает перед нами перспективы для сотрудничества и развития на этом континенте. И сегодня я рад поделиться с вами актуальной информацией и нашими планами на будущее. В прошлом году мы начали активную работу по внедрению технологий UST в США. Для этого была создана специальная группа компаний и открыто маркетинговое представительство USky Tech. Я видел, что данная тема привлекла много внимания в социальных сетях и на других медиаплощадках. Поэтому на основные поступившие вопросы о развитии высокоскоростного направления я отвечу в этом видеовыпуске. Так, вопрос. Анатолий Эдуардович, первая модель высокоскоростного рельсового электромобиля была представлена вами еще в 2018 году. Прошло уже целых 7 лет. Каких результатов по данному направлению за это время вы добились? Предыдущие несколько лет я и моя команда развивали высокоскоростную технологию UST и ровно настолько, насколько нам позволяли обстоятельства и финансирование. И высокоскоростной рельсовый электромобиль лишь маленькая составляющая высокоскоростного транспортно-инфраструктурного комплекса UST. В этот комплекс входят: первое – подвижной состав, пассажирские, грузовые и грузопассажирские унимобили, как общественные, так и частные, как одиночные, так и в виде поездов, а не одна из какая-либо из перечисленных моделей. Второе – высокоскоростная рельсострунная эстакада протяженностью более 20 километров, которая по прочности, жесткости и ровности пути должна на порядок превышать все то, что мы построили. Третье. Инфраструктура второго уровня. Станции, вокзалы, терминалы, пересадочные узлы, высокоскоростные стрелочные переводы, депо, автоматизированная система управления высокоскоростным движением и многое другое, заточено именно под перемещение на большой скорости 500 км в час, причем на втором уровне. Даже в рамках традиционной железнодорожной отрасли не всем индустриально развитым странам, в том числе и США, удалось реализовать высокоскоростное транспортное направление. А теперь эти сложности увеличьте на порядок
инновационной отраслеобразующей технологии. Мы знаем, как решить все научные, инженерные, производственные и иные проблемы. Но для этого нужны серьезные инвестиции. Без денег ни одна из перечисленных трудностей не может быть преодолена. Поэтому нами было принято решение, с учетом длительного недофинансирования, сконцентрировать усилия на развитии менее затратных скоростных пассажирских и грузовых решений UST со скоростью движения до 150 км в час, а также именно туда направить основную часть средств. Это было необходимо для ускорения реализации проектов, выполнения поступающих заказов и получения прибыли именно от этих решений и, соответственно, для ускорения выплаты вознаграждений за реализованные коммерческие проекты нашим инвесторам. Вместе с тем, несмотря на ограниченность в средствах, специалисты инжиниринговой компании Unitsky String Technologies Inc. под моим руководством, как генерального конструктора, провели обширную подготовительную работу для создания высокоскоростных транспортно-инфраструктурных комплексов UST. За 10 лет работы компания UST Inc. в Беларуси мы сформировали мощный кадровый костяк, который включает в себя инженерную, конструкторскую, научную, проектную и производственную школы с лучшими специалистами по данным направлениям. Сегодня наш коллектив, известный под брендом «Инженерная школа Юницкого», насчитывает более 1000 профессионалов, обладающих уникальным опытом в сфере разработки проектов струнного транспорта, не имеющих аналогов в мире. В настоящем времени мы довели развитие высокоскоростной технологии UST до этапа проектирования основных структурных составляющих, а также создания детальной проектной документации, строительства тестовых демонстрационно-сертификационных комплексов и патентования их основных элементов. По моим ноу-хау, в том числе в аэродинамике, разработан высокоскоростной юнимобиль семейного типа, предназначенный для междугородней и международной перевозки пассажиров и грузов на любые расстояния со скоростью до 500 км в час. Большая скорость движения обеспечивается специальной конструкцией рельсострунной эстакады, обтекаемой формой юнимобиля и его уникальными аэродинамическими качествами. Сегодня конструкторы высокоскоростного струнного комплекса продолжают разработку опытных образцов всех типов подвижного состава, в том числе в виде поездов вместимостью до 250 пассажиров. Самоходное шасси для одной из моделей Юнифлэша было впервые и продемонстрировано в Берлине еще в 2018 году. Это одна из моделей, возможно. При этом основное внимание мы уделили улучшению ездовых характеристик для комфортного проезда пассажиров, снижение уровня шума, повышение стабильности и плавности движения. Также наши специалисты прорабатывали концепции стенда для тестирования тяговых тележек высокоскоростных юнимобилей. И процесс включал формирование технических требований, разработку описания режимов работы и установление параметров испытаний. Выполнялась комплексная работа по двухкорпусному высокоскоростному юнимобилю, в том числе по юнимобилям вместимостью 2, 36 и 40 пассажиров. Разрабатывались концепции, технический облик, а также компоновочные решения и технические требования. Параллельно, концептуально прорабатывали системы с возможностью перевозки пассажиров на скорости до 600 км в час. В нашем испытательном центре «Экотехнопарк» в Беларуси мы реализовали тестовую трассу длиной 1 километр. Это как начальный участок для разгона высокоскоростного юнимобиля до скорости 500 км в час. В условиях ограниченной протяженности разгона участка, который, наверное, имеет длину где-то 800 метров, недостаточно для достижения крейсерской скорости и последующего штатного торможения, нами была достигнута скорость 80 км в час. К сожалению, мы не смогли построить высокоскоростную рельсострунную эстакаду со всей необходимой логистической инфраструктурой. Для этого у нас не хватило финансирования.
Кроме того, в Беларуси возникли трудности с выделением участка земли длиной более 20 километров, так как 10 километров необходимо разгонять унимобиль до 500 километров в час, а затем 10 километров его тормозить. Мы начинали переговоры в Западной Европе, были близки там к получению дополнительных инвестиций, а также выделению земельного участка под проект. Но пандемия, а затем напряженная геополитическая обстановка в регионе нарушили и эти планы. В конце концов стало понятно, что это направление целесообразнее отделить от уже готовых и внедряемых на мировом рынке систем скоростных пассажирских и городских перевозок. С учетом большого объема требуемых средств, около 700 миллионов долларов в нынешних ценах, а также того, что проекты скоростных линий могут позволить себе не все государства, Соединенные Штаты Америки сегодня представляются нам оптимальным регионом. Особенно в свете того, что, несмотря на большую потребность в подобных системах, в этой стране до сих пор никакого достаточно эффективного скоростного транспортного решения реализовано не было. Следующий вопрос. Какие работы по скоростной технологии UST вы и ваша команда планируете провести на территории Соединенных Штатов? И почему все же проект не был реализован ранее в Беларуси или Объединенных Арабских Эмиратах, где уже есть испытательные центры? Для того, чтобы в полной мере продемонстрировать все преимущества технологии UST, вначале мы должны построить тестовую линию. При этом, я абсолютно уверен, она должна быть возведена как полноценный рабочий инфраструктурный объект. То есть удовлетворять всем нормативным требованиям, которые предъявляются к новым транспортным системам. Это позволит сразу же получить все необходимые сертификаты и разрешения. Иными словами, формально это должна быть действующая грузопассажирская дорога второго уровня. Но, конечно, мы не станем продавать билеты и возить пассажиров. Задача здесь иная. Необходимо будет, не откладывая в долгий ящик, протестировать, отладить и продемонстрировать заказчикам работу не просто некой транспортной системы, а сертифицированного высокоскоростного транспортно-инфраструктурного комплекса. После этого выход на контракты по коммерческим проектам, так как технология будет представлена в высокоскоростном хабе в США не как инновация, а как инвестиционный проект. И чтобы продемонстрировать работу высокоскоростного комплекса максимально полно, в увязке с городскими грузовыми системами, я предложил построить подъездные пути к этой линии на основе существующих сертифицированных решений UST. Проект уже получил одобрение потенциальных инвесторов. Мы планируем не просто построить одну линию высокоскоростного транспорта, а создать транспортно-инфраструктурный хаб, включающий 4 вида комплексов UST, а именно навесной грузопассажирский, подвесной грузопассажирский, грузовой юнитранс и высокоскоростной рельсо-струнный комплекс со всей необходимой научной, производственной и логистической инфраструктурой. При этом пассажирские и грузовые решения в хабе будут реализовываться как коммерческие проекты на основании соответствующих контрактов и принесут компании Unitsky String Technologies Inc. доход, из которого планируется выплачивать вознаграждение инвесторам еще на стадии проектирования хаба, не дожидаясь его сертификации и ввода в эксплуатацию. Сейчас наши американские партнеры ищут землю под хаб. Участок нужен достаточно специфический. Он должен иметь длину порядка 25 километров, при этом быть достаточно прямолинейным. Рельсы поворотов на трассе, а скорость ведь 500 км в час, не могут составлять меньше 20 километров, иначе нужно будет снижать скорость, и 500 км в час продемонстрировать не получится. Заключение соглашения о выделении участка земли под строительство станет первым этапом нашей работы в этой стране. Построенный логистический хаб выступит отправной точкой для развития высокоскоростной технологии UST на территории США.
Далее мы будем стремиться к тому, чтобы соединить нашим высокоскоростным транспортом локальные городские сети Америки в одну большую межстрановую и межрегиональную глобальную систему. В перспективе крупные высокоскоростные транспортные узлы будут располагаться за пределами городов. Вернувшись из дальней поездки, будь то из другой страны или другого штата, на высокоскоростном юнимобиле пассажиры смогут пересесть на этой же станции на наш скоростной городской UST. Таким образом, последнюю милю, от порога дома и до порога дома, естественно, жители преодолеют уже на более низкой скорости движения, до 150 км в час. Так, есть тут еще вопросы. Анатолий Эдуардович, почему вы так уверены в успехе высокоскоростного направления? Проделанная работа позволяет нам с уверенностью утверждать: высокоскоростное направление UST приведет нас к неизбежному, непременному успеху. Статистика спроса только на пассажирские перевозки в мире прогнозирует их прирост на 360% к 2050 году, по сравнению с 2015 годом, до 120 триллионов пассажирских километров в год. Существенную нишу возникшего мирового спроса мы планируем заполнить транспортным решением UST, включая наши высокоскоростные комплексы. И здесь у нас есть все шансы на успех. Ведь высокоскоростная технология Unitsky String Technologies Inc. имеет ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь, реализация нашей технологии станет большой экономией для любого государства. Мы предлагаем строительство комплекса UST с невысокими затратами, что достигается за счет низкой материалоемкости рельсострунной транспортной эстакады, экономии на строительно-монтажных работах и эксплуатационных расходах. Также сбережение средств происходит и на минимальном изъятии земельных участков из землепользования. Добавьте сюда еще и низкий уровень энергопотребления наших комплексов, а также снижение стоимости проезда для пассажиров и себестоимости высокоскоростной перевозки грузов. За счет поднятия путевой структуры над землей на второй уровень и полной автоматизации высокоскоростной логистики с помощью искусственного интеллекта исключается человеческий фактор. Наивысшую степень безопасности высокоскоростного движения обеспечивает и наличие многократно продублированной противосходной системы. И благодаря отсутствию высоковольтной контактной сети, баков с топливом и способной к воспламенению аккумуляторной батареи на борту рельсового электромобиля мы имеем абсолютную пожаро- и электробезопасность. Также высокоскоростные комплексы UST устойчивы к террористическим актам и вандализму. Комплексы UST имеют высокий уровень экологичности, в то время как вопросы загрязнения окружающей среды на планете актуальны как никогда, а крупные города задыхаются от выхлопных газов автомобилей, мы минимизируем вредные воздействия на человека и природу. Это достигается за счет использования стальных колес и стальных рельсов, экологически чистой электрической энергии, в том числе из возобновляемых источников, а также благодаря снижению уровня шума и вибраций, отсутствию вредных выбросов и воздействий, выхлопных газов, электромагнитных излучений, продуктов износа пневматических шин и асфальта. Вместе с тем, низкая ресурсоемкость комплекса UST позволяет значительно сэкономить невозобновляемые материальные и энергетические ресурсы, а минимальное изъятие из землепользования плодородных почв, примерно в 100 раз меньше, чем под автобаны и высокоскоростные железные дороги, позволит сохранить естественные природные ландшафты и экосистемы, сложившиеся в течение миллионов лет планетарной эволюции. Мы предлагаем решение, которое обладает наивысшей степенью устойчивости к экстремальным природным и техногенным воздействиям, наводнениям, цунами, землетрясениям, штормовому ветру, проливным дождям, обильным снегопадам, высоким и низким температурам. Это позволяет безопасно эксплуатировать высокоскоростные транспортные инфраструктурные комплексы UST в режиме 24/7 в любой природно-климатической зоне планеты.
Высокие скоростные показатели, экономия времени пассажиров и значительное увеличение пассажиропотока, а также быстрый срок окупаемости – это все еще о преимуществах решений UST. По нашим прогнозам, практическое внедрение высокоскоростного UST позволит преобразовать транспортную индустрию любой страны, и Соединенных Штатов Америки в том числе. И это станет драйвером роста смежных отраслей экономики, задействованных как в строительстве, так и в эксплуатации сети высокоскоростных дорог, по меньшей мере на ближайшие 100 лет. Так, есть еще у нас вопросы. А кто будет финансировать проект? И не помешает ли это развитию скоростного грузового и пассажирского транспорта? Какую долю высокоскоростной технологии получат те инвесторы, которые поддержали струнный транспорт с самого начала? Здесь в первую очередь хочу отметить, что, как я и говорил ранее, развитие высокоскоростного направления – это очень недешево. На данный момент наши приблизительные оценки затратности проекта показывают, что на его полноценное развитие требуется порядка $700 миллионов, а даже еще чуть больше. К примеру, 10 лет назад, когда мы начинали работу в Белоруссии, на этот же самый проект было бы достаточно $250 миллионов. До сих пор высокоскоростное направление не было отдельным и являлось частью разработки скоростных пассажирских и грузовых комплексов UST. Поэтому, повторюсь, руководство скорейшей коммерциализацией готовых до ранее решений UST мы прежде всего направляли средства в пользу развития именно этих направлений струнных технологий. Ввиду ограниченности средств, к настоящему моменту само направление высокоскоростных перевозок не удалось профинансировать в полном и достаточном объеме. И поступившие средства позволили выполнить лишь около 1% от необходимого комплекса работ по высокоскоростному струнному транспорту, в том числе по строительству, это очень дорого, высокоскоростного хаба с тестовой рельсострунной эстакадой длиной 25 километров. Исходя из текущего положения дел и руководствуясь целью скорейшей капитализации активов, компания GTI, учредитель United String Technologies Inc., в первую очередь заинтересована в продаже готовых продуктов, городских и грузовых комплексов UST. Чтобы ускорить процесс, было решено высокоскоростной транспорт как очень затратную и трудоемкую программу выделить в отдельное направление и найти для этого проекта другие источники финансирования. При этом мы рассчитываем, что плата за проектные работы по высокоскоростному направлению будет являться прибылью для United String Technologies Inc. Это улучшит финансовые показатели компании и ускорит момент достижения предприятием показателей, необходимых для скорейшей выплаты вознаграждения нашим инвесторам. Но я не забыл о вкладе тех, кто в числе первых поверил в мою идею и поддержал проект струнного транспорта. Поэтому я хотел бы отблагодарить таких энтузиастов. И как автор технологий, как владелец индивидуальной собственности, я принял решение безвозмездно передать инвесторам GTI еще 4% высокоскоростной технологии. То есть те, кто помог нам реализовать начальной стадии развития струнного транспорта, получают 5% в высокоскоростном транспортном бизнесе и становятся совладельцами одного из наиболее значимых и масштабных международных бизнес-проектов. Так, есть еще вопросы. И все же, почему не на территории России и Белоруссии или хотя бы стран СНГ? Почему вы решили реализовать высокоскоростной струнный транспорт именно в Америке? Я уже говорил и снова повторю то, что Соединенные Штаты Америки всегда были благоприятной страной для развития инноваций. Инженеры-изобретатели, независимо от их национальности,
на протяжении не одного столетия заявляли миру о своих технологиях именно отсюда. Аэропланы Игоря Сикорского, изобретение Николы Теслы, автомобили Генри Форда и самолеты Уильяма Боинга – все начинало свой путь в США. Именно Америка одной из первых осознала значимость для государства железных дорог. И пока в других странах сомневались и откладывали их реализацию, в США только за 10 лет с 1880 по 1890 год было построено 118 тысяч километров железных дорог. Это же почти 12 тысяч километров в год, или 1,5 транссибирских магистралей ежегодно. Например, той же России и в это же самое время правительство, Министерство транспорта 18 раз отклоняли проект строительства транссибирской магистрали Санкт-Петербург-Москва, Владивосток под железным предлогом. Железные дороги нам не нужны. Необходимо развивать гужевой транспорт в европейской части страны. Автомобильные дороги. В США вовремя определили их перспективность, наладив массовое производство автомобилей в 20 веке, построили более 6 миллионов километров автомобильных дорог, а, например, в СССР, территория которой больше, чем территория США, их было построено менее 1 миллиона километров. И, конечно же, этого не произошло бы без Генри Форда, чьи идеи смогли расцвести только в благоприятной для инноваций социальной среде. Или возьмем уже наше время. Электрокары Тесла Илона Маска, инновационные технологии Apple Стива Джобса, вычислительная техника Microsoft Билла Гейтса, искусственный интеллект. Все это развивалось здесь, на просторах Соединенных Штатов, где инновационным проектам способствует законодательство и наличие у страны больших средств для поддержки и реализации. Начав свой путь США, дальше эти технологии распространялись по всему миру. Проанализировав все эти факторы и имеющие перспективы, мы приняли решение развивать возрастную технологию EST в данном регионе. По нашим расчетам, демонстрация и сертификация высокоскоростного струнного транспорта в США не только будут способствовать развитию этой страны, но и окажут большое влияние на мировую транспортную индустрию, в том числе повысят экологическую устойчивость всей существующей отрасли. И еще один очень важный фактор. Разработанные мной технологии направлены не на благо какой-то одной страны или организации. Они нужны всему миру, чтобы сохранить для будущих поколений наш общий дом, биосферу планеты, где технологии смогут существовать в гармонии с человеком и природой. Именно эта философия. Философия того, что инженерные технологии, а транспорт в первую очередь, должны быть направлены на глобальную трансформацию всей нашей технологической цивилизации, мотивировала меня усердно работать на протяжении последних 50 лет. И ведь не случайно я известен в публичном пространстве как инженер мира. Ведь я инженер, который думает в первую очередь о благе всей планеты Земля и обитающего на ней человечества. Я инженер, который предлагает биосферные технологии для всего мира. И не ради денег и прибыли, хотя они здесь, естественно, и присутствуют, а для здоровья, благополучия и процветания каждого человека, независимо от страны проживания и цвета кожи. Но чтобы охватить весь мир, начать следует с отдельных государств. Тех, кто в первую очередь увидел в наших биосферных технологиях перспективное направление и создал благоприятные условия для их развития. Дальнейший успешный запуск наших проектов на этих территориях сможет убедить и другие страны в высоком уровне экологичности, технологичности, эффективности и безопасности инновационной транспортно-инфраструктурной технологии UST.